На борту поисково-спасательного вертолета капитан Джеймс Харрис пилотировал свой корабль, устремив взгляд в бескрайние просторы Тихого океана. Его внимание привлекло странное движение на горизонте. Это был маленький, изолированный остров Аргос, который редко привлекал внимание из-за своих крутых обрывистых берегов и удаленности от основных морских маршрутов. Остров был почти забыт картографами и исследователями, оставшись невидимым для большинства людей, что лишь подчеркивало его таинственность и недоступность. Его второй пилот, Майкл Дэвис, не сразу понял, что именно привлекло его взгляд, но спустя несколько секунд он четко различил несколько темных пятен на песчаном пляже. Поднявшись чуть выше, они с Джеймсом разглядели, что это были буквы, выцарапанные на земле, отчетливый сигнал бедствия, говорящий о том, что на этом заброшенном острове кто-то ждал помощи. Когда вертолет осторожно приземлился на берег, перед ними предстала группа людей. Их лица были иссушены солнцем и голодом, тела сильно истощены, и они едва держались на ногах. Эти несчастные оказались выброшены на остров после крушения судна. Рядом стояла разрушенная лодка, из которой, по всей видимости, они пытались выбраться. Оставшиеся следы на песке и ветхая лодка убедительно свидетельствовали о том, что они уже долгое время переживали на этом пустынном острове, отчаянно пытаясь выжить. Но Джеймс заметил приближающийся шторм. В условиях надвигающейся угрозы он решил сбросить припасы и рацию, чтобы люди продержались до следующей операции. Люди умоляли не уходить, но Джеймс, понимая опасность, был вынужден вернуться. На базе началась подготовка к спасательной миссии. Рано утром следующего дня спасатели вернулись на остров, чтобы эвакуировать пострадавших. Медики работали быстро, а Джеймс, несмотря на переживания, чувствовал облегчение от успешного спасения. Через несколько месяцев Джеймс получил письмо от Эмили, одной из выживших, которая поблагодарила его за мужество. История их спасения стала легендой береговой охраны, а Джеймс посвятил свою жизнь спасению людей, оказавшихся на грани гибели. Его имя стало символом мужества и надежды для всех, кто попал в беду на безлюдных островах и в море. Вот такая удивительная и трогательная история. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить еще много интересных рассказов.